Всех приветствую. По многочисленным просьбам это видео мы снимаем на тему «Все о БК 17-16, все о биокорректорах и не только». Для того, чтобы раскрыть тему биокорректоров, хотелось бы поблагодарить всех тех ученых, наших советских, которые в свое время разработали уникальные приборы, позволяющие блокировать определенное воздействие, особенно телепатического характера, на человека. И этот прибор был рожден именно благодаря тому подарку, который был нам дан от этих ученых. Небольшая история, чтобы было понятно, что здесь не только моя заслуга и дальнейшие разработки в этом направлении, которые принесли свои плоды, а именно заслуга тех людей, которые дали этот импульс. И произошла очень интересная история. Принесли некий брелочек маленький на ремонт. Я не знал, что такое за прибор, и спрашиваю, что это такое. На это мне ответили, что этот приборчик, маленький брелочек, подарили ученые и сказали, чтобы этот приборчик с собой можно носить, и он блокирует различные виды телепатического воздействия, гипноза на расстоянии и разные влияния на людей. И эти брелки были разработаны для нашего министерства, потому что было выяснено, что на переговорах, особенно высокого уровня, и это сказывалось на переговорах южных стран, Японии, Китая. И там всегда находятся люди, так скромненько в стороночке сидят и воздействуют на нашу делегацию, на наших людей, так, чтобы они подписывали невыгодные контракты. И когда это было выяснено, что что-то не так, почему, по какой причине подписываются невыгодные контракты, потом было дано задание сделать так, чтобы создавалось некое поле вокруг человека, которое могло блокировать это воздействие, которое оказывали определенные специалисты, и на расстоянии не было принудительного воздействия на мозг человека. И такая разработка состоялась. И когда мне объяснили, что это за приборчик, мне было очень интересно. И когда я его отремонтировал и тщательно исследовал всю электронику, я, конечно, был удивлен гениальности решения данного проекта. И меня очень сильно заинтересовала эта тема, потому что по тому времени я сам исследовал воздействие радиочастот и в той или иной степени тоже затрагивал тему воздействия на расстоянии одного человека на другого. И когда я начал исследовать эту тему более глубже, то выяснилось, что, оказывается, такая тема очень важна в обиходе человека. Потому что мы сами не знаем, в каком месте и в какое время мы можем находиться и подвергнуться достаточно серьезным воздействием извне. А это может быть не только принудительное воздействие от человека на человека, а мы можем попасть на различные вредные радиоизлучения, несущие в себе какую-то вредоносную информацию. И даже бывает так, что сам человек, того не подозревая, может в порывах гнева, в порывах нехороших состояний внутренних просто взять и сгенерировать вредоносную мысль или идею другому человеку. Это называется непроизвольный сглаз. И таких ситуаций огромное количество повседневно в нашей жизни. Кто-то позавидовал, кто-то специально пожелал доброго в кавычках другому человеку или своему родственнику или обидчику. А есть ситуации, где наводится порча. Это уже осознанный акт воздействия на
психику и энергетику человека, на его мозговую деятельность, на его естество, на физическое тело. И таких способов разные, когда наводится порча. А бывает, порча наводится и на расстоянии. И когда был определен принцип действия с одного человека на другого, то оказалось, что здесь те же самые радиоволны. Потому что человеческий мозг, он способен и принимать, и передавать ту или иную информацию. Но информация сама по себе передаваться не может. Она всегда ищет носителя. И вот этот носитель и есть радиоволны. И вот эти радиоволны генерируются и нашим мозгом. Но у мозга нашего есть одна особенность. Мы можем сфокусировать свое внимание и послать адресату эту информацию, но при этом мы генерируем определенные частоты, и на этой частоте, как на несущей, эта информация передается конкретно точно адресату. И когда была выяснена физика, что здесь всего лишь навсего нужно погасить эти волны. Люди, которые родились в советское время и после войны, наверняка четко знали, что стояли на границах глушительные системы, глушилки их называли, для того, чтобы блокировать радиоволны от Соединенных Штатов Америки. Или по-другому «Голос Америки из Вашингтона», где велась пропаганда против советского режима. И, соответственно, для того, чтобы люди не слышали эту информацию ставили такие вышки, которые глушили определенные спектры частот. Не полностью, но то, что не нужно слышать людям. И зная этот принцип, я понял, на каком принципе и разработка была этого брелка. И ученые нашли определенную частоту, на которой генерировал данный приборчик. Эта частота 4 миллиона колебаний в секунду или 4 МГц. Я не знаю, по какой причине эту частоту они определили, я просто доверился, потому что результат это есть. И мне было интересно. И я взял и использовал этот принцип как первоначальный, а дальше пошли разработки. Первые разработки начались в 2015 году, когда этот брелочек оказался в руках. И первые модели, они были неуклюжие, в больших коробках. Мы пробовали, экспериментировали, давали определенным людям, ясновидящим, тонкочувствующим, а что они видят, там слышат. Потом давали на пробу другим людям для того, чтобы увидеть те или иные результаты, а получается ли там заглушить это. И в течение нескольких лет, до 2017 года, были поиски решений, технических решений, для того, чтобы добиться тех результатов, чтобы не только можно было блокировать воздействие на расстоянии, как порчу с глаз и телепатическое воздействие, а мы хотели расширить диапазон и увидеть, а насколько мы можем еще больше заглушить того вредоносного, который может влиять на здоровье человека, на его психику и, соответственно, на его жизнь в целом. И когда в 2017 году мы запустили первую пробу в народ, начали распространять, то для нас был очень важный фактор, а что люди чувствуют, какие обратные связи мы получим после того, как мы разработали уже другую электронику, другой принцип действия, расширили частотный диапазон. Теперь эти приборы, они генерируют не только одну частоту 4 миллиона колебаний в секунду,
а удалось схемно-техническим решением добились генерирования большого количества частот, которые плавают в пространстве от 4 и более. Но осциллограф и другие приборы более-менее смогли зафиксировать до 30 миллионов колебаний в секунду. Были случаи, когда люди замеряли диапазон частот и увидели, что, оказывается, еще больше он генерирует, но не вся аппаратура способна уже уловить очень высокие частоты и по системе затухания. Потому что чем больше частота, тем и амплитуда генерирования у нее меньше. В основном фиксируется приборами именно вот этот основной диапазон от 4 примерно до 28-30 миллионов колебаний в секунду. То есть мы создали более широкую такую глушилку. Так? Это термин более-менее понятен для сознания ума, потому что не все технически грамотны. И поэтому было принято решение объяснить хотя бы на пальцах принцип действия прибора, для того, чтобы не внедряться и не углубляться сильно в эзотерические знания. Хотя здесь тема эзотерики тоже имеет место быть, но это чуть-чуть попозже, когда будут объяснены некоторые аспекты. Сейчас вступительное слово этого видео, оно как раз на рассмотрение технического аспекта. Потом потихонечку будем расширять знания о приборе, объяснять, как им пользоваться, в каких аспектах жизни за последние 7 лет прибор показал очень большой, серьезный результат, что происходит иногда с людьми во время работы прибора и как на это реагировать в дальнейшем. Потому что прибор воздействует на людей у всех по-разному, но есть определенные аспекты одинаковые. Об этом тоже сегодня будем говорить. Заканчивая техническую часть, чтобы сильно не загромождать мозг человека, потому что есть люди, которые задают подобные вопросы, а принцип действия прибора, на чем он основан. И вот чтобы логика была успокоена и сознание ума больше не затрагивало эти темы, специально снимается этот видеоролик, где все подробно обо всем, о биокорректоре будет рассказано. Тогда одним видеороликом мы закрываем массу ответов на те вопросы, которые нам присылают постоянно, и люди интересуются именно вот этими темами все больше и больше. Благо, об этих приборах узнали много людей, и по принципу сарафанного радио мы видим, что этот прибор приносит очень много пользы многим людям. Те же люди, которые получили результаты, они же сами рассказывают другим, какие они получили результаты. Но у всех, конечно, они разные, поэтому под одну гребенку здесь мыслить нельзя. И все рассматривается индивидуально. Но в целом мы заметили, что за последние 7 лет действие прибора положительно больше 90%. Когда мы разрабатывали прибор, я думал, что хотя бы 50% будет результата. Например, там из 10 людей 5 получили результаты, 5 не получили результаты. По каким причинам не получают результаты, потом, думаю, разберемся, потому что все индивидуально. Но оказалось, что 90% результатов, и значит мы увидели, что мы затронули некую тему на невидимом плане, которая пока логикой мышления человеческого разума не до конца понимаема, но факт есть факт. Для человека, который не сведущ в этой теме, ему самый главный результат.
Но все равно любопытство одолевает и начинает задавать вопросы на эту тему, на ту, чтобы более-менее была информация и успокоение внутреннее. Технически мы добились таких результатов, чтобы прибор работал достаточно долгое времени, где-то в районе не меньше 5 дней. Бывают ситуации, когда нету зарядных устройств или куда-то люди уезжают или где-то отдыхают. Хотя у всех уже пауэрбанки есть и достаточно много техники развилось в этом направлении, но мы решили все-таки сделать так, чтобы прибор работал достаточно долго. Встроенный аккумулятор, он 1,2 ампера, достаточно уже новые модификации и уже малогабаритные, и держит достаточно большую емкость. Время заряда, стандартное. Если вы возьмете и включите его, например, на часов 10-12, то накопление будет гораздо больше. И если на ночь от 6 до 7 часов, то накопление заряда будет чуть-чуть поменьше. Поэтому у многих приборы работают от 5 дней, а иногда и даже 10 дней. Это нормально считается. То есть у кого 10 дней проработал прибор, то и не выключился, то это говорит о том, что у них зарядное устройство было включено к прибору достаточно долго. Поэтому это тоже на это обратите внимание. Вопросы по этому поводу тоже были. Как заряжать приборы, сколько времени. Значит, их перезарядить невозможно. Технически разработано было так, что внутри есть ограничитель времени заряда тока. Или по-другому, есть контролер электронный, который не даст перезарядиться аккумулятору. И в то же время есть контроллер внутри, который следит за тем, чтобы аккумулятор глубоко и не разрядился. И поэтому в первом случае электроника отключит зарядное устройство, и тем самым прибор будет работать корректно. И наоборот, когда напряжение опускается ниже 3 вольт, электроника сама отключает аккумулятор, и светодиоды просто-напросто на приборе гаснут окончательно. Но для того, чтобы увидеть степень разряда, было принято решение, но это со временем было сделано. Первые образцы были просто с одним светодиодом. Он погас, значит, пора заряжать. Но люди говорят, мы не видим степень разрядки аккумулятора. Можно сделать так, чтобы мы могли контролировать и вовремя его подзарядить. Потому что были случаи, когда в ненужный момент времени прибор переставал работать. И люди это ощущали. И потом смотрят, а лампочка уже не горит. Вот чтобы фиксировать этот момент, мы в следующих модификациях вставили внутрь контроль разряда батареи. И таким образом, когда батарейка полностью заряжена или заряжена хотя бы на процентов 70-80 от основной мощности аккумулятора и его объема, то все равно зеленая лампочка загорается. То есть внутри есть 2 индикатора. Один зеленый, другой красный. В зависимости от разряда аккумулятора потихонечку красный диодик гаснет, и вместе с ним загорается красный. То есть когда 50% разряда аккумулятора, то могут гореть 2 светодиодика. Красный и зеленый. И немножко так вот, если со стороны смотреть на прибор, то можно увидеть даже желтоватый оттенок. Вот когда прибор полностью заряжен, в данном случае, то здесь горит индикатор зеленый.
на постоянном уровне. Вот поэтому вот здесь вот у прибора есть некая точка индикатора заряда аккумулятора, и по факту свечения зеленый, либо желтый, либо красный, вы уже будете наблюдать, насколько разряжается данный аккумулятор. Если аккумулятор разрядился где-то в районе 70%, но еще 30% заряда осталось, то у вас будет гореть красный. Соответственно, бежать сразу и заряжать аккумулятор данного прибора не требуется, потому что примерно где-то на сутки еще хватит. Но это уже как бы сигнальчик того, что пора его заряжать, и чтобы он окончательно не выключился и не было тех случаев, когда в тот момент, когда он нужен был, он перестал работать. Прибор имеет внутри два излучателя. Тоже были вопросы, каким образом и куда направлены основные вот эти частоты генерации. Поэтому прям показываю наглядно, чтобы это было видно. Вот прибор держу так. Основные частоты, генерируемые данным прибором, исходят от плоскости, то есть сюда и сюда, в два направления. Вот в эти направления с торцов излучения нету, они очень маленькие. Поэтому основные боковые. Прибор вот этот нужно носить именно по отношению к себе, именно вот таким вот образом, чтобы плоскости на вас смотрели. И если, например, вы в сумочке носите, то он должен так лежать в сумке, не так. Потому что если вы прибор положите вот так, даже дома или рядом там, с тем местом, где вы спите или работаете, то вы просто будете воздействовать наверх и вниз, а бок не трогается. А вы рядом находитесь. Получается, вот я сейчас держу этот прибор, а идет воздействие в основном на верхнюю и нижнюю часть. А нужно, чтобы на вас воздействие оказывалось. Поэтому поворачивайте прибор именно так, в отношении к себе. Основная частота и мощность передается со стороны винтиков. И отсюда тоже частота передается. Но если мы говорим о мощности передаваемого сигнала, то это со стороны винтов. Тоже были вопросы такого технического характера, поэтому я на них отвечаю, чтобы потом в дальнейшем эти вопросы не задавались. В этом видео будет все полностью раскрыто. Все нюансы и принципы действия данного прибора по отношению и к человеку, и даже к растениям. Поэтому понятно, да? Еще раз повторяю, прибор нужно держать по отношению к себе именно плоскостью. Не торцом, а вот так. И поэтому, если вы ложитесь спать, то вы кладете по отношению к себе вот таким вот образом. Не лежа, а вот так. Специально последние приборы, они были разработаны под разъем Type-C. Предыдущие поколения были с кругленьким разъемчиком, но потом перешли на стандартные разъемы, потому что эти шнуры у всех есть, а те шнуры с кругленьким разъемом это нужно отдельно покупать, если по какой-то причине он сломался, или были случаи, когда покусали эти шнурики кошки и собаки. И таким образом у людей нет возможности заряжать данные приборы. Вот, поэтому разъемы Type-C практически у всех есть. Поэтому в случае поломки прибора, в данном случае мы говорим о шнуре, по приборе о поломке потом поговорим, если что произойдет. Но если мы говорим о поломке шнура зарядного,
так, то тогда вы можете использовать любой стандартный разъем от своих телефонов с Type-C. Если речь идет о поломке прибора, то мы всегда эти приборы по гарантии ремонтируем и отправляем обратно очень оперативно и быстро. Поэтому, если какие-то есть сомнения по работе прибора и бывает, что непонятно, а он на меня воздействует или не воздействует, то есть каких-то результатов нету, тогда мы всегда перепроверяем, к нам привозят эти приборы, присылают, мы смотрим и говорим о том, что действительно прибор сломанный, или же просто для вас этот прибор не подходит. Это те самые 10%, о которых мы как раз говорили, по какой причине приборы не помогают. Что касается работы приборов БК-17, то на них ограничений не существует. То есть все возрасты людей и какое бы заболевание ни было, влияния эти приборы не оказывают. Другое дело, что я бы рекомендовал переносной прибор как можно ближе к себе располагать, и так, как я раньше вам показывал, именно плоскостью к себе. Могу еще раз повторить, для того, чтобы было понятно. Вот это переносной прибор, и он к себе именно плоскостью. Или в кармане где-нибудь там, или куртки, или пиджака, вот, но не ребром, то есть к себе именно конкретно. И поэтому противопоказаний он не имеет. Что касается стационарного прибора, то же самое. Он должен находиться именно в таком положении. Не так положили на стол его, и он лежит, а нужно, чтобы он был включен в сеть и лежал ребром. Очень многие тоже задают этот вопрос. Вот моя рука – это как поверхность стола, так? А он должен находиться вот так. И тогда по отношению к квартире или пространству дома, а не вот так, эффекта не будет. Надо положить именно так, таким образом. Тоже нету никаких противопоказаний. Другое дело, я бы не советовал этот прибор класть в изголовье, рядышком с головой, потому что все-таки здесь излучение тоже чуть побольше, и поэтому желательно, чтобы этот прибор, если находился рядом с человеком, он находился где-то примерно в метре полтора, вот так вот. Но никоим образом под подушку не надо его класть или где-то долго держать на себе. Не рекомендуется. Опять же, противопоказаний нету, но все люди разной чувствительности, и были случаи, когда гиперчувствительные люди, особенно там по сенсорам своим, по восприятию, они эти излучения уже ощущают очень сильно. Поэтому было принято решение дать общую рекомендацию для всех. Вот этот прибор переносной вы можете хоть в обнимочку спать, хоть под подушку, где угодно. Он ограничений не имеет. Переносной прибор, значит, если вы хотите поставить рядышком, то где-то в метре. По стандарту я бы рекомендовал этот прибор ставить где-то в углу комнаты. Не обязательно прямо рядышком. А если у вас есть возможность где-то его поместить в углу комнаты, где есть розетка, можете туда это дело поместить, и все. И таким образом он у вас будет гармонизировать целое пространство. Не обязательно рядом, чтобы вы находились. Опять же, все это индивидуально рассматривается. Каждый выбирает диапазон действия этого прибора, ближе, меньше, рядышком. Все, опять же, поиск индивидуальный. Что происходит при работе прибора с человеком? Если мы сейчас рассматривали вопрос о переносном приборе, который называется БК-17, 4-я версия, БК-17, то этот прибор
он создает вокруг человека определенный радиошум, многочастотный радиошум, и создается некая вокруг человека такая оболочка защитная, где она становится барьером для других радиоволн. И хоть и мощность этого прибора меньше 1 милливатта, недавно нам прислали как раз измерения, и люди с специальными приборами как раз увидели, что данный прибор, он настолько мало излучает в пространство, что он на физику вредоносно повлиять никак не может. Это тоже ответы на определенные вопросы, а сколько излучает прибор мощности. В данном случае мощность меньше 1 милливатта. Даже мышка стандартная, которая работает тоже по радиочастоте, она излучает 10 милливатт. О мобильных телефонах я вообще молчу. Потому что мобильные телефоны, которые мы носим с собой, они излучают гораздо больше мощности. Те же самые Wi-Fi установки, которые находятся дома, всякие роутеры, они намного больше излучают частот в пространство. Поэтому этот прибор можно носить круглосуточно с собой, и никакого вреда он не наносит своими излучениями. Вот этот многочастотный шум, который начинает воздействовать на пространство вокруг человека, он начинает блокировать и глушить множество других радиочастот с вредоносной информацией. Как только этот эффект достигает цели, то у человека открываются такие чувства, ощущения некого комфорта. Люди, пользуясь данными приборами, рассказывают, что у них психологическое состояние уравновешивается. И задаемся вопросом, по какой причине до этого момента им было тяжело, чисто психологически, даже не могли понять, почему вот я вроде бы чувствую себя хорошо, никто меня сейчас не триггерит по каким-то там темам, вроде бы никаких скандальных ситуаций не возникало, но почему-то я где-то еду, особенно в транспорте, в метро, там, в автобусах, или нахожусь где-то в больших мегаполисах, тех самых магазинов, чувствуется какое-то обесточивание и ощущение, что как будто с тебя что-то там выкачали, и ощущение очень большой усталости. Очень многие люди об этом рассказывают. Оказывается, там, где много людей, там и атмосфера тоже бывает разная. Как в начале видеоролика я говорил о том, что человек способен вольно или невольно транслировать и генерировать определенные мысли, энергии. Они могут быть положительные, могут быть отрицательные. В этот момент человек мысленно может вообще ругаться на весь мир, на всех людей, на кого-то смотреть злобно, кому-то завидовать. То есть целая каша вот эта в голове, которая генерируется в пространство. И оно загрязняет то пространство, в котором могут находиться другие люди. А наше естество, оно настолько чувствительно, что бессознательно мы ощущаем вот эти волны. И нам становится как-то грустно. Мысли плохие приходят в голову, настроение падает, и чувствуем, что мы себя чувствуем некомфортно. А ответить на эти вопросы не можем. Просто вдруг резко, ни с того ни с сего, может испортиться настроение. Или я ни с того ни с сего вдруг захотел
мыслит только о плохом. А почему не о хорошем? Ну, сразу почему-то туда, в деструктив. И чаще всего это происходит, когда мы находимся в зоне большого скопления людей. Но когда это влияние пресекается, в данном случае вот действие прибора, оно создает некую гармонизацию вокруг нас, или каким образом происходит эта гармонизация. А как раз мы начинаем глушить эти все радиоволны, которые излучают сами же люди. Вот эти вот вредоносные информационные потоки, они тоже блокируются, пресекаются. И мы остаемся самим собой, со своими мыслями, со своими чувствами. И при этом мы сразу ощущаем некий контраст. И многие люди об этом в своих отзывах писали неоднократно. Включаем прибор, буквально несколько секунд, и внутри комфорт, чисто в голове и хорошее состояние. То есть человек остался самим собой, такой, какой он есть. Никаких внешних воздействий не оказывается. Выключаем прибор, через некоторое время ощущение дискомфорта. Опять включает прибор, через некоторое время легкость. И вот таким образом, включая и выключая, люди тестировали до и после. На эффект плацебо списать невозможно. Знаете, я даже шуточно по этому поводу говорю, когда многие неверующие в этом отношении и люди, которые не хотят верить в принцип действия прибора и говорят, это все фейк, ерунда, там вас хотят обмануть, там, и так далее. Много нелестных слов могут сказать люди, которые абсолютно не понимают принцип действия прибора и зациклены на своем убеждении. И они говорят, это самовнушение. Вот вы прибор продаете и говорите, что он работает. И люди вам верят, и через самовнушение включаются психологические аспекты, которые как раз запускают те или иные внутренние процессы. Вы знаете, по этому поводу говорю, эффект плацебо больше 90%. Вы знаете, Нобелевской пахнет премией, потому что я еще не знаю ни одного изобретения, где эффект плацебо достигал больше 90%. В медицине, да, есть такой эффект, и специально дают определенные таблетки, где на уровне психологии человеку внушают, что ты вот прими, и тебе поможет. И в каких-то ситуациях это помогает. Но больше 90% эффекта, вы знаете, можно даже и многие таблетки не покупать. А приходишь там, покупаешь какую-то пустышку, и она тебе сразу помогает. Например, какой-нибудь орган болит, вдруг он перестает болеть. Это вообще чудо получается на эффекте плацебо. Поэтому эффект плацебо здесь отсутствует. Здесь чисто физика и четкое и ясное понимание процессов происходящего. Поэтому я вам специально все подробно объясняю с разных сторон, и с точки зрения техники, и с точки зрения воздействия прибора на жизнь человека. По какой причине человек испытывает некое психологическое облегчение. Ответы были даны. Все построено на блокировке радиоволн. Когда мы обратили внимание на это, мы очень сильно порадовались. Но нам было интересно узнать, а что говорит по этому поводу наука. Потому что я человек все-таки ученого склада характера, и я не отвергаю, и наоборот, даже серьезно, глубоко исследую тонкоматериальный мир, воздействие тонкоматериального мира на жизнь человека. Много посвятил исследований и до сих пор в этом направлении тружусь и исследую взаимодействие человека с тонкоматериальным миром и наоборот, как тонкоматериальный мир может воздействовать как в положительном аспекте, так и в отрицательном. Где, в каких ситуациях мы можем подвергнуться влияниям невидимой силы некой,
которое может оказать на нас вредоносное воздействие. В первом случае мы поняли и увидели, что некая вредоносная сила, которая может исходить от людей осознанно или неосознанно, это мы уже говорили, называется сглаз или порча. Здесь механика и механизм понятен. Мозг генерирует частоты, на ней есть информация, он ее передает адресату, осознанно или неосознанно, и таким образом оказывает воздействие на мозг, сознание и естество человека. Принцип ясен. Прибор блокирует эти волны, а значит и блокируется информация. Потому что не волна воздействует на человека вредоносно, а информация, которая заложена на этой волне. Вот, пожалуйста, обратите на это особое внимание, потому что многие путают вредоносности частот и на информацию не обращают никакого внимания. Поэтому у нас задача заблокировать информацию, а информация сама по себе без носителя, как я уже говорил, передаваться не может. У нее нет таких возможностей. Ну, для того, чтобы более-менее завершить эту техническую тему, я приведу вам примеры. У вас зародилась некая мысль. Как вы можете ее передать другому человеку? Или идея? Если у нас с вами основные 5 органов чувств. То есть глаза могут фиксировать определенные действия человека на физическом плане. Так, дальше уши воспринимают звук, который мы передаем через рот наш с помощью языка определенного. Можно передавать какую информацию жестами. Запахами сложно передать информацию, ее нужно серьезно расшифровывать, поэтому у нас основные либо жесты, либо звуки. Так? И, соответственно, мы слышим или воспринимаем зрением все. Но обратите внимание, по какой причине мы на ту или иную информацию реагируем, когда она воспринята либо через глаза, либо через уши. И вот представьте себе, что я глаза закрыл. Все, я информацию никакую не получаю. Хотя передо мной могут быть разные ситуации возникать. Человек может пройти мимо. Или, например, подойти ко мне и состроить какую-то гримасу. Язык показать, улыбнуться. Но я при этом, закрыв глаза, не могу реагировать. То есть он информацию мне передает, другие со стороны видят, что человек в данном случае подошел ко мне чуть ли не вплотную и пытается там пошутить, ничего не говоря, например, там язычок показывает или улыбается. Но я при этом не реагирую никак. По какой причине? Ведь информация была передана. И люди со стороны видят, что информация в мою сторону активно генерируется. Но я ее не воспринимаю. По какой причине? А потому что у меня глаза закрыты. Значит, информация была передана через фотоны света. То есть глаз воспринимает фотоны света, которые несут в себе определенную информацию. Если я посмотрел на стул, я определяю, что это стул. И я знаю, что данная информация – это стул. И я не спутаю его с яблоком. Или с телевизором. Или с ручкой. Но если я закрыл глаза, то тот же самый стул, та же самая ручка и яблоко, которые в метре от меня могут находиться, они уже мною не воспринимаются. Поэтому мы говорим все-таки о носителе. Носитель – фотон света. Потом через этот носитель передается информация. То же самое со звуком. Я специально вам это все подробно рассказываю, чтобы вы тоже были маленькими исследователями и осознавали, понимали физику происходящего. Иначе будет путаница в голове, и вопросы на вопросах будут сформироваться, и удовлетворения не получите. Со слухом та же самая история.
Для того, чтобы нам передать звук, что мы делаем? Мы просто рот открываем. Ну попробуйте без проявления воздуха и языка и гортани просто губами передать информацию. В принципе, можно, но вы все равно некоторых нюансов не увидите. То есть это частичная передача информации, только шевеление губами. Это как рыба. Шевелит губками, а вы не поймете, что она говорит в это как раз время. Поэтому, но когда мы звук издаем, то есть мы слышим гортанный звук, и язык участвует, и легкие, то тогда мембрана нашего уха слышит колебания воздуха. То есть получается, что мы звуки свои передаем по системе колебания воздуха. Это физика начальных классов, все должны об этом знать. И как микрофон, такой мембранный, наше ухо воспринимает колебания воздуха. Мозг расшифровывает эти колебания и трансформирует нашему сознанию ума ту информацию, которая заложена в этом колебании воздуха. И таким образом мы понимаем, что нам говорят. Видите, как интересно? Вроде бы все пользуются этими инструментами возможностей нашего физического тела, а не состыковывают, не соизмеряют с теми параметрами, которые вокруг нас имеют место быть, как передаются радиочастоты, как передается информация, и каким образом мы можем ощущать внутри как дискомфорт, так и комфорт. То есть не анализируем и не понимаем, по какой причине у нас возникает вдруг резкая радость внутренняя, или наоборот, мы начинаем сильно огорчаться. Поэтому обращая внимание на то, что нам информация как раз оказывает на наше влияние как в позитивном характере, так и негативном. А носители – это как раз те частоты, которые могут быть и низкими, и высокими. В данном случае, когда мы говорим, это звуковой диапазон ртом. Так, а если мы говорим о том, что мозг генерирует, то это уже более высокие частоты. На протяжении нескольких лет мы, исследуя работу по первой версии БК-17, именно переносной, увидели, что люди просят что-то помощнее. А мы не можем больше, чем заявленные возможности прибора, по мощности дать мощнее. Да и, знаете, есть такое выражение «лучший враг хорошего». И мы решили не трогать модификацию переносного прибора, а разработать стационарный. Для этого понадобилось достаточно много времени, чтобы исследовать, а как должен работать этот стационарный прибор. Потому что там уже батареек нету. И в дальнейшем было принято решение, что этот стационарный прибор не только будет помощнее для того, чтобы гармонизировать пространство не только самого человека, а создать некий радиосмог и вот эти глушилки, где можно было защитить и квартиру, или дом в том числе. И через некоторое время был рожден другой биокорректор, который работает от сети. Он вот так вот выглядит. Сейчас покажу. Коробочка та же самая. И у него имеется сетевой шнур с переключателем. То есть включили переключатель, и здесь горит всего лишь одна маленькая зеленая лампочка. Принцип прибора примерно тот же самый, но есть добавление. Специфика данного прибора, именно стационарного, заключается в том, что он не только может сгармонизировать пространство и заглушить вредоносную информацию, которая находится на тех или иных частотах в квартире или доме, но еще он посылает определенные сигналы в сеть, которые не мешают
работе электрических приборов основных, но вот эти определенные частоты воздействуют на электросеть. И таким образом идет и очищение, в том числе электросети, где тоже могут быть вредоносные какие-то информационные составляющие. И когда мы его сделали и начали проводить эксперименты, то оказались тоже очень серьезные положительные результаты. То есть на нынешний момент времени очень хорошо себе показали именно две модификации биокорректоров. Хотя на протяжении последних 7 лет мы выпускали разные модификации, где и можно было подключать аудиозвуки и разных конструкций изделия, но в основном больший интерес и продуктивность работы данных приборов оказались именно эти две модификации. Один переносной, который я вам уже показывал, и второй это стационарный, который работает только от сети, и неважно 110 вольт или 220, 50 или 60 Гц. У нас эти приборы работают во всех странах мира, и при этом специальных адаптеров не требуется. Принцип действия, как я вам говорил, тот же самый, но у него есть специфическая возможность – это очищать пространство уже квартиры или дома. И нам присылают много отзывов, где после включения данного прибора людям в квартире стало жить легче. Ну, единичные случаи, когда описывают действительно удивительные чудеса, где при работе прибора многие даже соседи меньше начинают буянить. Но это, конечно, единичные случаи, но рассказывает, что и такое имеет место быть. Что самое интересное, при работе данного прибора практика показала, что в квартире или доме пропадает эффект полтергейста. Для того, чтобы многим было понятно, что такое эффект полтергейста. Это когда у вас в доме или в квартире, это редкий случай, самопроизвольно начинают двигаться предметы. Очень много видеороликов по этому поводу снято, поэтому если кто захочет эту тему рассмотреть, он может посмотреть это в видеоролике. Что такое полтергейст, его эффекты. Значит, на самом деле полтергейст – это непрекаянная душа, которая по тем или иным причинам нашла пристанище в том доме или квартире. И она настолько там приживается и ей нравится, что она начинает пугать жителей, и людям там невыносимо жить. И что бы там ни делали, какие способы они не применяли, никаких эффектов они не достигали. И когда этот прибор был использован, то не сразу, но где-то недели-две все это прекращалось. То есть эффект полтергейста полностью прекращался. И люди потом благодарили и радовались, что у них наконец наступила тишина и гармонизация. То есть эти эффекты мы стали наблюдать именно в процессе эксплуатации. Опять же, первичная задача была это сгармонизировать пространство для того, чтобы психологическое состояние человека было уравновешено. Основная задача разработки данных приборов была акцентирована именно на это, чтобы, опять же, у всех было четкое понимание именно основного принципа и разработки данных приборов, потому что психологический аспект человека, он является основополагающим в нашей жизни. Насколько мы комфортно себя ощущаем, настолько и мы себя проявляем в этом мире, насколько и мы коммуницируем с окружающим миром, и, естественно, это касается нашего здоровья. Если человек находится в постоянном раздрайве, то
мы сами понимаем, что рано или поздно его физические органы начнут страдать в том или ином месте. Поэтому мы наносим своими психологическими травмами и еще и вред своему физическому здоровью. Но побочные явления этих приборов нас удивили. Первое побочное явление работы этих приборов мы обнаружили, когда существа, которые могут внедряться в человека, вдруг начинают бунтовать. И первый эффект, который мы обнаружили во время экспериментов, я вам сейчас расскажу подробно, чтобы вы понимали, о чем ведется речь. Когда мы пробовали в тех или иных случаях работы прибора, то один человек из Дагестана сказал: а можно я возьму этот прибор и повезу к специальным людям, которые изгоняют джиннов. И у него был знакомый, который жил в горах, и к нему обращались люди, где, в нашем случае это, говорит, беснование, а там, в тех краях, это называется изгнание джиннов. И он повез этот прибор туда и хотел посмотреть, как этот прибор может воздействовать на людей, у которых была мощнейшая интеграция определенных живых существ, которые поселились в их естестве. Редкий случай, но факт имеет место быть. И когда он туда приехал, он не ожидал этого эффекта. А для нас тоже это была большая радость и некое новое открытие работы данного прибора. Хотя акцент внимания, чтобы он был экзорцистом, у нас не было. Но эффект оказался интересным. После того, как включили прибор, люди, у которых были вот эти существа, они там орали, кричали, и даже сам специалист, который помогал выводить эти существа или ослабевать их действия, сам был поражен, насколько эти существа по какой-то причине, нам неизвестной, но эффект имеет место быть, начинал воздействовать на тонкоматериальный план не только существ, но и самого человека. Мы на это обратили особое внимание. Думаю, может быть, это единичный случай. И когда он вторично поехал с этим прибором еще раз проверить, то в тот момент, когда он ехал в машине, ему его же знакомый звонит по телефону и говорит: «Ты где?» Он говорит: «Я к тебе сейчас еду на машине». «А, понятно». Я говорю: «А что случилось?» И он рассказывает, что у меня тут опять заактивировались люди, заорали и говорят: он опять к нам едет нас мучить. Вот, да чтоб там у него машина сломалась, да там и много-много всего было интересного сказано в адрес того человека, который повез этот прибор. То есть вот эти два случая, они показали нам, что, оказывается, действие этих приборов намного шире, чем мы думали. Мы-то акцент внимания делали на то, чтобы хотя бы сгармонизировать психологическое состояние человека, и все. И этому уже радуемся, потому что это главный аспект жизни нашей. А тут оказывается, что затронули неких существ из тонкоматериального плана. И тем более тех подселенцев, которые каким-то образом вошли и по определенным причинам в человека. И в дальнейшем мы уже начали на это обращать внимание. И практика показала следующее. Кому-то эти приборы явно, прям ясно помогают, и в большинстве людей действительно испытывают определенное облегчение. Именно на уровне психологии, то, что мы хотели как раз достичь. А многие рассказывают, что при включении прибора их выворачивает наизнанку. Вот выключают прибор, утихомирилось все. Опять включают прибор, хоп, и через некоторое время им просто невыносимо. Такое состояние, как будто у них органы внутри вытаскивают. То есть очень тяжелая форма психологического раздрайва.
опять выключает прибор, успокаивается все. И мы поняли, что мы столкнулись с очень интересным явлением, когда прибор заставляет обнаружить себя скрытые силы. О этих силах много написано, много видеороликов, и мы в повседневной жизни не так часто встречаем эти эффекты, потому что они скрытые. Но прибор, как индикатор, заставляет эти силы проявиться в людях. И это тоже большой плюс. Да, с одной стороны, человек этот прибор как бы приобрел и хочет гармонизации, но по какой причине он захотел этот прибор приобрести? Значит, он чувствует в себе что-то нехорошее. Как бы не на постоянно, снова эпизодически он ощущает вот эти вот раздрайвы, он чувствует, что в его жизни что-то не так происходит. И потом он находит наш сайт, или какие-то знакомые ему рассказали об этих приборах, и он говорит: о, я куплю прибор, и моя жизнь изменится. Потому что очень много отзывов, предварительно люди читают, исследуют сайт. Перед тем, как приобрести данные приборы, все хотят более подробно узнать, что это такое, и не очередная там подстава или фейк. И поэтому, глубоко изучая, смотрят, интересно, отзывов много. И при этом, я подчеркиваю, ничего искусственно мы не пишем. Отзывы все чистые, именно открытые от людей. Нам не надо заниматься обманом, и мы даже приборы распространяем и с большой радостью берем вознаграждение в виде финансов за прибор только по факту именно действующей силы. То есть люди приобрели, увидели результат, все хорошо. Если результатов нету и результаты не проявляются, мы просим вернуть прибор, и мы возвращаем денежные средства. У нас принцип именно такой. Ни одной копейки, ни одной энергии денежных средств мы не берем, если нет результата. И этот принцип будет оставаться до самых последних времен нашей жизни. Поэтому, чтобы вы понимали, эта тема серьезная, мы к ней очень серьезно относимся и с научной точки зрения, и с философской точки зрения, и с духовной точки зрения. Поэтому, когда эти эффекты были проявлены, мы увидели, что мы коснулись, оказывается, еще и духовной составляющей человека. И с одной стороны, человек хотел получить результат удовлетворительный, именно гармонизация психологического состояния, а с другой стороны, он получил с точностью наоборот. И пишут нам, что нам делать, что с нами происходит. У меня вообще как открылась адовая мерность внутри себя. И тогда мы начали исследовать и начали советоваться, чтобы хотя бы не на постоянной основе включен был прибор, а хотя бы эпизодически включать-выключать и посмотреть, как в дальнейшем будет утихать этот эффект или нет. Будет ли замораживаться та сила, которая проявилась в человеке, или она настолько крепко там засела, что постоянно будет показывать свое негодование при работе прибора. Но при всем том, обратите внимание, прибор вам помог увидеть эту скрытую силу. А значит, вы каким-то образом в своей жизни открылись для этой силы, но не знали, что она в вас зашла. Вы видите, что в вашей жизни проявляются неприятности разного рода, неблагополучие, какие-то финансовые воронки, радости нету, счастья нету, и вы не знаете, как ответить на этот вопрос. И вдруг прибор вам показывает, что, оказывается, вы впустили в себя ту невидимую разрушающую силу, которая как раз и приводит вас к таким плачевным результатам. Значит, делаем выводы, что нужно использовать различные инструменты или обращаться уже к специалистам,
которые грамотно могут вам помочь избавиться от этого существа, если это не кармическая ответственность. Потому что бывают случаи, и мы уже с этим сталкивались, уже напрямую и не один раз, когда прибор никаким образом не помогал человеку, а наоборот, ему также становилось хуже. Мы просим возвратить прибор и даем рекомендации человеку, чтобы он обратился к специалистам. Конечно, мы понимаем состояние человека, который приобрел прибор, у него были особые такие виды, он хотел, чтобы ему была оказана помощь и сгармонизировал состояние, но обнаружилась, еще раз подчеркиваю, некая сила, которая привела его к этим состояниям, и нужно уже здесь серьезно разбираться, где и когда была допущена эта сила внутрь и допущены эти разрушения. Здесь, конечно, уже нельзя говорить о том, что прибор – это экзорцист, но, по крайней мере, он помогает выявить эту силу. Бывает ситуация, но нужно потерпеть некоторое время, когда прибор утихомиривает определенную силу, если она не имеет достаточно большой мощности. И поэтому практика показала, существа, если они каким-то образом прилепились к энергосистеме человека, средней и малой мощности, они со временем либо уходят, либо замораживаются, их деятельность. Но существа, уже обладающие большей силой, они не уходят от человека. Здесь уже нужно комплексно рассматривать, как себе помочь. И когда мы увидели это явление, мы поняли, что затронулся еще и духовный аспект жизни человека. В Питере был один случай, он, конечно, очень показательный, как влияние оказывают силы достаточно большой плотности, и я никому не рекомендую так экспериментировать. Это просто был один случай, но он очень показательный, и хотелось бы о нем рассказать. Во время работы прибора также у человека включился триггер, и ему стало плохо, и его стало корежить. Прибор выключают, легче становится, опять включает прибор, опять плохо человеку. И благо рядом с ним находился его друг, он более-менее продвинутый по эзотерическим знаниям, и он понял, что что-то там не так. И говорит: давай, дорогой мой, перетерпи. Так вот, 3 дня он практически с другом находился рядом неустанно. И с ним происходили такие неприятные вещи, где ему хотелось аж выброситься из окна, ему настолько было тоскливо, плохо и больно, вплоть до того, что он кувыркался по полу в своей квартире. И периодически они выключали прибор, чтобы полегче было, но все равно постарались добиться цели. И только через 3 дня, как будто как что-то хлопнуло и вышло из него, и ему сразу стало легче. Но опять же, мы понимаем, что прибор – это не экзорцист. Экспериментировать с такими психологическими аспектами, где наносятся серьезные травмы психики, я не советую. Просто я вам рассказал этот эпизод из реальной жизни, где рядом находился человек, который помог. Но видите, как существа ведут себя и не хотят уходить с насиженного места. Поэтому, когда кто-то обратит внимание на то, что во время работы прибора той или иной модификации становится плохо и очень сильно плохо, то значит это звоночек на то, чтобы вы обратили внимание на существо, которое в вас вошло. Мы затрагиваем именно духовный аспект. Когда мы понимаем, что по тем или иным причинам некая разрушающая сила зашла в нас и скрытно до этого момента вела свой образ жизни. Прибор заставил ее обнаружить. Еще раз подчеркиваю, пожалуйста,
Не экспериментируйте и не насилуйте себя. Если вы увидели, что жесткая форма пошла с сопротивления, то тогда нужно срочно обращаться к специалистам, которые помогут выяснить, по какой причине это существо зашло в ваше естество. И, конечно же, этот еще аспект показывает, что вы в своей жизни неверно относитесь к своей духовной составляющей. Потому что многие делают большую ошибку. Думают, что приобретая прибор, они закрывают все свои потребности в своей жизни. То есть прибор за них проживет жизнь. Нет, так не получится. Прибор предназначен для души, для человека, а не наоборот. Поэтому, приобретая прибор, вы четко должны осознавать, что он вам помогает избавиться от тех вредоносных волн информации, которые насильственно воздействуют на нашу психологическую составляющую, на нашу жизнь. И это по закону свободы воли является насилием и нарушением. Здесь прибор очень хорошо помогает. Но если мы в своей жизни совершили ряд серьезных поступков, ошибок, а если мы еще и кармическую ответственность на себя привлекли, а если мы еще кармическую ответственность принесли из прошлой жизни, то тогда это существо, которое в нас находится по тем или иным причинам, обязательно отреагирует на работу данного прибора. И здесь надо уже разобраться. Здесь вы уже набедили, или же вы принесли кармическую ответственность из прошлой жизни, где существо было в вас внедрено именно по факту этой административной ответственности. То есть вы, значит, в прошлой жизни сотворили нечто плохое настолько, что, воплотившись в этой мерности, вам нужно отработать. И поэтому это санкционированный вход этого существа. А есть несанкционированный вход. Опять же, надо разбираться со специалистами. А прибор вам в этом отношении помог выявить это существо. Поэтому на это акцент внимания, пожалуйста, обратите особое внимание. Мы затронули аспект жизни души, но очень важен, потому что приборы были разработаны для того, чтобы помочь людям избавиться от насильственного влияния неких сил извне, для того, чтобы душа могла развиваться в более комфортных состояниях, а не под гнетом каких-то неведомых сил. Поэтому для этого нужно, чтобы душа осознала и поняла, что она здесь живет в этой мерности пространства, а не просто кто-то должен за эту душу сделать что-то, прожить и так далее. Очень много дано инструментов, возможностей, огромное количество. Поэтому приборы – это один из допускаемых с высших инстанций именно инструменты возможностей. Пожалуйста, не путайте жизнь души и работу прибора, которая замещает жизнь души. Очень много вопросов по этому поводу и много недоумения. А почему прибор у моей подруги он работает, а у меня не работает? Обратите внимание, насколько вы правильно развиваетесь именно душой. Что вы делаете для того, чтобы душа в этом мире развивалась верно? Какие поступки вы совершаете? Где искажения вы делаете? По какой причине не имеете благополучия? Почему у вас счастье есть или несчастье? У кого-то все хорошо складывается, у другого плохо. Обратите на это особое внимание. Для этого, для того, чтобы разобраться в тех или иных аспектах, были написаны 3 книги. Одна книга называется «По пути домой». Вторая книга за ней «Таинство жизни человека». И третья книга «Небесные покровители человечества». Все эти 3 книги, они как трилогия. Одна книга дополняет другую.
В ней, в этих книгах расписано и открыты все аспекты нашей жизнедеятельности. Куда нужно идти, как развиваться, на что нужно обратить внимание, каким образом уклоняться от зла и творить благо, какие существа вокруг нас находятся, которые нам помогают, а какие не помогают, наоборот, еще и препятствуют нашему развитию. Каким образом от них можно избавиться. И именно через труд своей души. Поэтому помимо того, что были приборы разработаны, были даны еще и возможности, и инструменты возможности в виде 3 книг. Поэтому кто действительно хочет развиваться в благом направлении и правильно раскрыть свой потенциал в этой жизни и открыться для энергии блага, то приборы, как помощники, могут сильно подавить воздействие агрессивной среды, а книги, они дают очень мощную информационную пищу для того, чтобы человек увидел и понял, что мир вокруг нас не такой, как нам навязали его с детства. Поэтому книги можно будет приобрести и на нашем сайте. Эти книги можно скачать и с сайта litres.ru. Там есть электронные версии, там есть аудиоверсии. Поэтому кто желает, может их приобрести вместе с приборами. Потому что в комплексе вы тогда получите именно комплексный результат, а не просто взяли прибор и дальше он за меня все сделает, а я буду, радоваться жизни. Не получится так. Нужно еще и трудиться над своей душой. Поэтому, когда мы затронули и духовный аспект, то поняли, что нужна еще сопровождающая литература. Помимо объяснений, как работает прибор, и тех видеороликов, которые мы уже начинаем снимать на эту тему, нужно еще и сделать акцент внимания, а как душе развиваться и больше не допускать этих искажений, которые в данном случае были допущены и каким-то образом те или иные существа внедрились в нашу энергосистему. Это очень важно. Многие люди, уже приобретая книги, прочитав их, увидели такое серьезное подспорье в своей жизни и уже начинают осознанно контролировать свою жизнь не так спонтанно, как раньше было, а уже начинают понимать, фильтровать информацию, сами уже работают как приборы. И тогда приборы более эффективно начинают помогать в вашей жизни, когда вы берете ответственность за свою жизнь, когда вы понимаете, что не надо полагаться только на технические средства. Вы в первую очередь самое главное средство для блокировки этих деструктивных сил. Либо вы их впускаете в себя, либо вы блокируете и не пускаете. Поэтому в книгах очень подробно расписано, как блокировать воздействие той сторонней силы, которая оказывает на нас влияние в повседневной жизни, как напрямую, так и через людей. Поэтому, если кто хочет приобрести книгу в бумажном варианте, то это можно сделать с нашего сайта biocore.ru. Поэтому духовный аспект – это главный аспект в нашей жизни. И подытоживая работу с приборами, хотелось бы уточнить и акцентировать внимание на то, чтобы вы, приобретая данные приборы, увидели в них помощника, а не заместителя своей жизни. Вынужден это был повторить много раз в этом видеоролике, потому что очень часто люди проявляют некое негодование, что я думала, что моя жизнь изменится кардинально, а тут получается, что мне даже еще хуже стало. Вот чтобы таких претензий не было, я хочу акцентировать ваше внимание именно на этом аспекте. Вы, в первую очередь, управители своего естества. Вам было дано это тело. Вам был дан дар на время вашей жизни. Насколько вы его содержите, допускаете грязь или чистоту,
настолько и будет открываться ваша жизнь в целом. Поэтому, когда были разработаны приборы и написаны книги, мы очень сильно обрадовались, потому что появился комплекс мероприятий и возможностей дать людям и помочь им сориентироваться, погасить определенное воздействие определенных сил деструктивных, выявить некие силы и дать направление как компас, ориентир и навигатор. Как дальше душе развиваться, чтобы не допустить подобных явлений. Поэтому я всем желаю, чтобы вы духовно развивались в этом аспекте, и приборы вам в помощь, а самое главное, помогайте самому себе, раскрывайте в себе потенциал, изучайте правильный духовный путь развития и открываться для энергии блага. И мы очень радуемся. И с каждым разом больше людей узнают об этих приборах, интересуются, и мы получаем все больше и больше интересных таких результатов, и люди щедро делятся, что с ними происходит, особенно как меняется их жизнь. А вот это и есть наша главная задача всех наших разработок – это облегчить жизнь человеку, дать ему возможность уже проявить активность в своей жизни, самореализоваться правильно, раскрыть свой духовный потенциал и самое главное, чтобы он был здоровым, счастливым и не подвергался влиянию деструктивных сторонних сил, чтобы он мог от них защититься и технически, и самое главное, своей собственной жизнью. Всем желаю здравия и адекватности бытия. Всего доброго.